Каждый день природа нам преподносит новые сюрпризы. В этом выпуске наводнение на Сицилии, разрушение домов волнами на побережье Северной Каролины, 400-метровые фонтаны лавы на вулкане Килауэа, снегопад в Иркутске, водяные смерчи в Крыму и много других событий. Приветствую, друзья! Вторник стал днем трагедии для жителей внешних отмелей в штате Северная Каролина. Мощные волны, вызванные далекими ураганами Хумберто и Имельда, обрушили 5 домов на побережье океана в маленьком городке Букстон на острове Хаттерас. Обрушения произошли в считанные минуты, когда высокий прилив и штормовые волны высотой до 3,6 метра смели береговую линию. К вечеру число жертв эрозии выросло до 6, но, к счастью, все дома были пустыми и никто не пострадал. Внешние отмели – это цепочка барьерных островов, известных своей красотой и в то же время уязвимостью. За последние 5 лет здесь обрушилось 18 таких домов. И эта цифра растет. Отчет 2024 года говорит о том, что из почти 8800 прибрежных строений в Северной Каролине 750 находятся в зоне риска. Первый день октября в Иркутске выдался по-зимнему. Внезапный снегопад, начавшийся утром, засыпал улицы мокрым снегом, вызвав хаос на дорогах и заставив водителей срочно вспомнить о зимней резине. По информации регионального гидрометцентра, обычно такой ранний снег не задерживается и быстро тает. Однако в этом году ситуация сложилась немного иначе. В Иркутском, Черемховском и Шелиховском районах образовался временный снежный покров толщиной до 6-8 сантиметров. Специалисты отмечают, что это произошло в пределах климатической нормы, но местами на 5-8 дней раньше обычного. Тем временем Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует и первые ледовые явления на реках Приангарья. Вчера забереги были отмечены на реке Лени в селе Орлинга в Усть-Кутском районе, где температура воздуха в утренние часы составила минус 9 градусов Цельсия. При понижении температур на реках начнет формироваться внутриводный лед – шуга, а потом начнется и ледостав. Вулкан Килауэа на большом острове Гавайев подарил зрелище невиданной мощи. Фонтаны лавы взметнулись на высоту до 400 метров. Так прошел 34-й эпизод продолжающегося извержения в кратере Халеа-Мау-Мау, начавшийся в 23 часа 53 минуты по местному времени и продолжавшийся около 6 часов. Извержение стартовало не сразу. Низкие фонтаны лавы высотой около 10 метров появились из северного жерла около Полужичи 30 сентября, перейдя в непрерывное извержение к утру 1 октября. К 2 часам ночи фонтаны лавы достигли пика – 400 метров. Лава из северного и южного жерла заполнила значительную часть западного дна кратера, вылив около 9 миллионов кубометров расплава. Несмотря на драматичность, извержение осталось локализованным внутри национального парка гавайских вулканов и не повлияло на работу аэропорта. Килауэа – один из самых активных вулканов мира. Извержения продолжаются с 1952 года. Текущая серия началась 23 декабря 2024 года и разделена на эпизоды, между которыми нижняя магматическая камера пополняется из мантии, накачивая верхнюю как воздушный шар. Сильный ливень обрушился вчера на город Фаваре в итальянской провинции Агридженто, превратив центральные улицы в бурные реки и посеял панику среди жителей. Наводнение, спровоцированное остатками бывшего урагана Габриэль, привело к массовым подтоплениям. За короткое время выпало столько дождя, что улицы центра Фавары превратились в потоки глубиной до 80 сантиметров. Подтопило гаражи, подвалы и магазины. Дорога СС-122 между Агридженто и Фаварой оказалась заблокирована грязью и обломками. По словам очевидцев, молодую женщину унесло течением после того, как она вышла из машины на улице Виа Берлингуэри и ее смыло в сторону коллектора. Спасательные отряды прочесывают территорию, сосредоточив поиски в 15-километровой зоне.
Утром 1 октября в районе Мод-Хейвен в Бронксе произошло частичное обрушение 20-этажного жилого дома в комплексе Mitchell Houses, принадлежащем Нью-Йоркскому управлению общественного жилья. Взрыв газа в вентиляционной шахте, соединенной с котельной, привел к полному разрушению угловой секции здания от подвала до крыши, создав огромную дыру в фасаде. По данным пожарного департамента Нью-Йорка, обошлось без жертв. Никто не пострадал, 40 квартир эвакуировали, подачу газа немедленно остановили. Мэр Эрик Адамс назвал чудом отсутствие пострадавших, отметив, что взрыв произошел в момент, когда многие жители уже ушли на работу или в школу. Вечер вторника обернулся хаосом для столицы и провинции Тукуман в Аргентине. Интенсивные ливни, обрушившиеся вечером на город Сан-Мигель-де-Тукуман, вызвали внезапный паводок, превративший улицы в бурные реки. Тропический ливень за 2 часа принес 30 миллиметров осадков, недельную норму. В низинах и пригородах уровень воды поднялся до 1–1,5 метров, затопив жилые кварталы и дороги. Ущерб колоссальный. Только в северной части города пострадали более 500 семей. Вода ворвалась в дома, уничтожила мебель и затопила подвалы. Автомобили уносило потоком, а транспортный коллапс парализовал мегаполис. Из-за подтопленных подстанций более 10 тысяч человек остались без света. Власти города объявили чрезвычайную ситуацию, направив отряды спасателей и экстренные службы в пострадавшие районы. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Тайфун Буалой, обрушившийся на центральные и северные провинции Вьетнама, оставил после себя волну разрушений. Сильные ливни, вызвавшие наводнения и оползни, парализовали столицу Ханой и унесли жизни по меньшей мере 26 человек. Еще 22 остаются пропавшими без вести. Ливни начались вечером в понедельник и продолжались до полудня вторника. В столице улицы, особенно у Красной реки, ушли под воду. Автомобили и мотоциклы стояли в пробках. Школы закрылись, а аэропорт Нойбай отменил десятки рейсов. Железные дороги приостановили связь с Хошимином. В провинции Тханьхуа сошедшие оползни разрушили дома, погребя жителей под тоннами грязи. Часть дорог и мостов разрушена, многие сообщества остались изолированными. Всего в стране повреждено до 170 тысяч домов, затоплено 63 тысячи гектаров полей, тысячи людей остаются без света. Правительство Вьетнама объявило чрезвычайное положение, мобилизовав все имеющиеся силы и средства. Национальный центр гидрометеорологии предупреждает о продолжении дождей, которые несут новые риски оползней и наводнений. Жители и отдыхающие поселка Николаевка, расположенного на западном побережье Крыма в Симферопольском районе, стали свидетелями впечатляющего, но потенциально опасного атмосферного явления – водяного смерча. Воздушная воронка, образовавшаяся над Черным морем недалеко от берега, напомнила о хрупкости природы в этом туристическом регионе. К счастью, инцидент не привел к жертвам или ущербу, но подчеркнул уязвимость прибрежных зон к экстремальной погоде. Синоптики отмечают, что такие события в Крыму не редкость, особенно в периоды нестабильной осенней погоды. Вулкан Леватобе-Лаки-Лаки на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара вновь напомнил о своей активности. Вчера произошло очередное извержение, в результате которого столб пепла и дыма поднялся на высоту около 2000 метров над вершиной. Леватобе-Лаки-Лаки – стратовулкан высотой 1584 метра, часть двойной системы с соседним Леватобе-Перемпуан. Он расположен в районе Флорес-Тимур и входит в огненное кольцо Тихого океана, где только в Индонезии насчитывается более 120 действующих вулканов. Уровень опасности вулкана остается на высшей отметке. Зона отчуждения составляет 7–8 километров от кратера.
Ослабевший после выхода на сушу тайфун принес обильные осадки в Гуанси. В городах Чунцзо, Байсе и Фанчэнган прошли сильные дожди с интенсивностью осадков до 80 мм в час. Это привело к резкому подъему воды в реках и притоках. Власти выпустили желтое предупреждение о наводнении. Наводнение затронуло сельские и городские поселения, вызвав перебой в транспорте и энергоснабжении. В отличие от июньских потопов, где погибли люди и обрушились здания, текущая ситуация пока не привела к катастрофическим последствиям, власти заблаговременно эвакуировали жителей из низин. Масштабный лесной пожар, вспыхнувший в юго-западной части национального парка Этоша, одного из крупнейших заповедников Африки, уничтожил около трети его территории, что составляет примерно 775 тысяч гектаров. Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии подозревает, что огонь возник из-за деятельности по производству древесного угля на коммерческих фермах, граничащих с парком. Сухая растительность и сильные ветры способствовали быстрому распространению пламени, которое вышло за пределы заповедника и распространилось на пастбища, леса и коммунальные земли в регионах Омусати и Ошана, уничтожив дополнительно еще 171 тысячу гектаров. По предварительным данным, погибли как минимум 9 антилоп. Правительство Намибии задействовало сотни солдат, вертолеты и волонтеров для тушения. Сейчас огонь локализован, но тушение продолжается. Это не первый случай. В 2011 году аналогичный пожар уничтожил 370 тысяч гектаров, но текущий один из самых разрушительных за десятилетия. На вулкане Мерапи на острове Ява вчера произошел сход пирокластического потока, который распространился на расстояние около 1000 метров по направлению к реке Калипутих. Это событие произошло в рамках продолжающегося эффузивного извержения и было вызвано обрушением лавового купола на юго-западном склоне. Уровень предупреждения о вулканической опасности остается на 3-й отметке, с запретом приближения к кратеру ближе, чем на 7 километров. На этих кадрах сход лавины в горах Цинхая 30 сентября. Провинция Цинхай, расположенная на тибетском плато с высотами свыше 4000 метров, часто подвержена рискам снежных лавин, особенно в осенне-зимний период из-за нестабильного снежного покрова и сейсмической активности. Сохраняется крайне нестабильная геомагнитная обстановка, регистрируемая как на экваториальных, так и на средних и высоких географических широтах. Примерно с 16 часов по московскому времени вчера возобновились магнитные бури, которые находятся сейчас в диапазоне G1, G2. Наблюдающийся возврат геомагнитных индексов в красную зону происходит на фоне значительного усиления скорости солнечного ветра, которая вчера несколько раз превышала порог 750-800 км в секунду, разделяющий высокие и экстремально высокие значения. Судя по графикам рентгеновского излучения, на Солнце продолжается формирование множественных выбросов плазмы умеренной мощности, которые накачивают солнечный ветер веществом и энергией. Совокупность этих факторов пока не позволяет прогнозировать сроки стабилизации геомагнитной обстановки. В дополнение к сказанному можно отметить присутствующие риски крупных вспышек. За последние 2 суток значительно выросли площади солнечных пятен и, соответственно, увеличились запасы вспышечной энергии в короне. Наиболее опасная солнечная группа, номер 4236, сегодня вышла точно на линию Солнце-Земля, откуда способна бить прямой наводкой по планете, что также не добавляет оптимизма к краткосрочному прогнозу. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события, и до завтра.